Раскручиваю свой рулон фатина, рулон или отрез, что у меня есть. В данной ситуации я вам показываю вот таким образом. Допустим, это мой рулон. Вот так я раскручиваю это, выстилаю первый настил. Поверх него выкладываю второй настил. Что такое настил, хочу объяснить на примере рулона голубого фатина. Я в данной ситуации использую еврофатин. Он у нас продается шириной 3 метра. И по всей длине рулона ширина наша сложена в 4 слоя. То есть 3-метровая ширина сложена в 4 слоя до 75 сантиметров, какие вы сейчас видите перед собой на мониторах. Для удобства транспортировки показываю вам эти 4 слоя. Вот все эти 4 слоя, первый, второй, третий и четвертый, представляют собой первый настил, который мне сейчас нужен. Вот я что сделала сейчас? Вот я раскрутив рулон, у меня появляется свободный край. И что я сейчас делаю? Я настилаю этот фатин на стол. Поэтому это называется первый настил. Затем я продолжаю раскручивать этот рулон дальше. И у меня получается за первым вот таким образом следует второй настил. Потом я перегибаю рулон в противоположную сторону, натягиваю, раскручиваю, вернее, получаю третий настил, а затем и четвертый настил. В нужном мне месте я обрезаю, и у меня получается нужный мне отрез. Собственно говоря, можно купить не рулон, а только отрез и также сложить в 4 настила. То есть получится 4 четырехслойных настила. Зачем я это делаю? Для того, чтобы ускориться в работе. Можно в 2 настила, можно по одному настилу, но это займет в 4 раза больше времени, если по одному настилу. В каждом видео, где я работаю с фатином, я показываю, что вот эти срезы, их всегда надо выровнять. Иначе вот он будет такой кривой. Это нам будет мешать в работе, поэтому... Самое главное, вот эти сгибы 1 и 2 я уравняла. Сейчас я выровняю под линейку. И затем уже 4 слой, вот 3 и 4 настил, вот таким образом уравняю с нужной мне линией. Чтобы уравнять, беру вот этот срез линейки, уравниваю со сгибом фатина вот с этой стороны, вот здесь. Сейчас я подтяну ближе к камере, чтобы вам было яснее. Вот этот сгиб, вот у нас один сгиб в рулоне, вот со второго настила сгиб. Вот так я выложу свою линеечку. Сейчас разверну так, чтобы вам было виднее и понятнее. Временно отодвигаю. Итак, первый настил, второй настил сейчас. Внимательно присматриваюсь и провожу линию. Булавками подкалываю только сейчас, буквально несколько штук, чтобы фатин никуда не сполз. Вы можете тоже выкладывать или так, или поперек, как вначале я выложила. Выкладывайте таким образом, чтобы вам было удобно подходить к вашему отрезу и кроить. У каждого свои условия для работы, свои возможности размещения. И выкраиваем ножницами по намеченной полосе. Подкалываю
несколько булавок опять, так, чтобы вот этот сгиб у меня оказался прямо поверх среза. Просто уравниваю эти линии. Итак, от вот этой линии вверх откладываю длину моего основного слоя. Длина основного слоя плюс припуск на шов каждого слоя 72 сантиметра. Вот я откладываю эти 72 сантиметра от вот этой линии вверх. Прочертила нужную мне линию. Теперь от только что прочерченной линии я откладываю все свои полоски для рюшей и также их выкраиваю в 4 настила, а значит в 4 раза быстрее. Напоминаю, что у меня для двухслойного рюша, для двухслойного пушистика, по моим расчетам мне нужно 132 полосы. А так как у меня в 4 настила, я прочерчиваю сейчас не 132 линии, а в 4 раза меньше, так как 4 настила мне позволяют это сделать. То есть 132 делим на 4, 33 линии прочерчиваю и выкраиваю. Делаю это за кадром, вот показываю вам пример. Одна линия сейчас, вот я держу одну полосу, здесь она в 4 четырехслойных настила. А вот этот пример — это одна в один настил сделанная, просто для того, чтобы вам показать. Такой вариант и такой. То есть, как вы понимаете, работа двигается в 4 раза быстрее. Для следующих деталей, которые я буду выкраивать, а это круглые детали, мне нужно не 4 четырехслойных настила, а 2 четырехслойных настила. Вот сейчас перед вами 2 четырехслойных настила. Я их перегибаю таким образом, чтобы легко поместился мой радиус. И работаю по стороне вот с 2 сгибами в рулоне. Есть одна сторона, в которой 1 сгиб и 2 среза, а я работаю с 2 сгибами, чтобы у меня получилось в результате 4 круга. Если вам сложно, сделайте так, как вам легче, если вам сложно понять вот это мое объяснение. Но на самом деле, если вы вникнете, все достаточно просто, работа упростится. От уголочка откладываю радиус 55, опять 55 ставлю штрих, опять отмерила, отметила, отмерила, отметила, отмерила, отметила. По вот этой дуге выкраиваю ножницами. Вот. По этой дуге. И сразу получаю 4 круга. Это я перепроверяю себя. Показалось, что допустила какую-то ошибку. Раскалываем. Я раскалываю, чтобы показать вам результат проделанной работы. Вот 2 круга вместе сложены. Вы можете не раскалывать на данном этапе, даже удобнее на данном этапе не раскалывать. Вот 2 круга вместе. Вот 1 круг, вот второй. Мне тоже еще не понадобится в сложенном виде, поэтому я не спешу. Но тем не менее показываю вам. Вот вторые 2 круга вместе. Сейчас это уберем в сторону, чтобы вы увидели, что я здесь ни в чем тоже не ошиблась и веду вас по правильному пути.
Вот один кружочек, вот второй. Вот они пополам сложены, вот сложенный в четверть. Итак, вот мои 4 круга. По раскрою фатина пока все.